Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. На неделе моды в Париже швейцарский бренд Acris представил коллекцию «Весна-лето 2025». Креативный директор компании, которого в фэшн-индустрии метко называют повелителем тканей и архитектором с альпийских вершин, сегодня, впрочем, как и всегда, однозначно доказывает, что мода и искусство – это единое целое. А лучшим источником вдохновения в создании модных образов дизайнер считает творчество художников. Множество идей для гардероба на теплый сезон он нынче нашел в работах представителей падуанской и флорентийской школы живописи периода раннего Возрождения. Для более близкого знакомства с произведениями искусства Альберт Кремлер немало путешествует по Италии, чтобы в частности полюбоваться фресками древних архитектурных сооружений. Как отмечает дизайнер, меня глубоко тронули игра света и тени, изогнутые формы и грация персонажей, выбор мягких оттенков. Свои впечатления автор коллекции отразил в первую очередь в цветовой палитре, где теплые нежные краски словно созданы самой природой. Из более ярких только бронзово-карамельный, а в остальном цвета приглушенные, будто слегка припыленные и немного выцветшие от времени, но совершенно не тусклые. Во многом очень сходные с гаммой оттенков старинных изображений на стенах храмов, дворцов. Линейку модных образов на теплый сезон Альберт Кремлер решил представить в монохроме. Большая часть аутфитов выполнена либо в одном цвете, где лишь пару раз деликатно мелькнул флористический принт, либо вещи в едином наряде близки по тону. Почему так? Все просто. Ни для кого не секрет, что подобной трактовке гораздо больше внимания уделяется мастерству кроя, построению силуэта и, что особенно важно, качеству ткани. А ведь всем известен тот факт, что Acris всегда тесно сотрудничает с текстильными домами, активно участвует в разработке новых тканей. И здесь стоит заметить, что помимо натуральных фактур в фокусе бренда сегодня высокотехнологичные материалы. Теперь для пошива модной одежды решено было использовать не только лен, хлопок, шелк, но и целый ряд инновационных тканей, полученных в результате переработки как натурального сырья, например, из рафии, так и полностью искусственные. В комментариях к модному показу дизайнер признался, что до настоящего момента в основном избегал любых синтетических производных, однако, посетив выставку спортивных тканей в Мюнхене, он обнаружил для себя так называемый технотюль – полупрозрачную техносетку, тканную рафию, лен со специальным покрытием, водонепроницаемую органзу. Его здорово впечатлили прочность и роскошь ультратонкого полотна, из которого шьют спортивную верхнюю одежду. Со слов модельера, все эти ткани столь же функциональны, сколь и внешне поразительны. Умело включив их в коллекцию, Кремлер создает наряды, где гармонично объединяет изящные линии силуэта и активную динамику спорта. Кстати, уже по давно сложившейся традиции каждый из зрителей вместе с приглашением на показ получил и образцы ткани новой коллекции. Согласно утверждению дизайнера, мода должна быть не только визуальна. Также она познается в прикосновениях. Когда ткань приятно касается вашего тела, вы это точно понимаете. Хотя визуальных эффектов, интересных решений по построению силуэта, крою одежды и стилизации образа в коллекции тоже было с избытком. Из самых ярких – новые способы, как носить плащ, рубашку, ветровку, повязав на талию, плечи. Есть интересная игра с прозрачностью и многослойностью, наряды, сшитые из множества длинных узких полосок ткани, воланы, рюши на юбках в несколько ярусов, имитация перьевого декора. Вечная современность. Так, вкратце, сам дизайнер озвучил характер представленных на парижском подиуме стильных образов весенне-летней коллекции Acris. Я бы добавила к этому описанию еще несколько слов. Прозрачная элегантность, романтика, спорт. Уверена, большинство модных нарядов прекрасно впишутся в наш повседневный гардероб. А ваше мнение, друзья, ждем в комментариях. Я обязательно все читаю и каждому из вас с удовольствием готова поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И не забудьте активировать колокольчик, чтобы не пропустить следующий модный обзор. Приятного просмотра, всем красоты, душевного тепла и независимо от капризов погоды, только яркого, солнечного настроения.